Зеленский бросил вызов Путину. Кремль делает ставку на отстранение украинского президента, дискредитацию и капитуляцию. Чего еще хочет Москва? Озвучен план. Европа ставит ультиматум: ждать Путина вечно никто не собирается. Чего потребовал ЕС? Заявление из Польши. Зеленский ждет в Киеве военных. Главный вопрос – размещение в Украине иностранного контингента. Когда? Бои в Донецкой области. В РФ заявляют о захвате села. В Украине подтверждают лишь новую тактику. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Москва хочет видеть в Киеве нового президента Украины и делает ставку на отстранение от власти Зеленского. Цель проста. Кремлю нужна замена. В украинский офис президента должен зайти человек более сговорчивый. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на двух действующих дипломатов и источник, близкий к Кремлю. По словам источников, несмотря на начало переговоров с США, Кремль по-прежнему преследует максималистские цели в войне. Программа «Максимум» — это капитуляция Киева, смена режима, перезапуск украинской государственности на российских условиях и превращение страны в аналог современной Беларуси, полностью зависимой от Москвы. Программа «Минимум» — установление контроля над 4 оккупированными регионами Украины при одновременном ограничении политической и военной самостоятельности Киева. Есть и третий вариант у Москвы, об этом также пишет издание, и это дискредитация Зеленского с целью заставить Трампа убрать украинского президента. По данным инсайдеров, Москва хочет добиться мощного давления со стороны Вашингтона и вынудить Киев провести президентские выборы. Moscow Times пишет, что у Путина личная неприязнь к Зеленскому. Он бросил Путину вызов. И именно поэтому цель – убрать Зеленского с политической сцены. Но Трамп пока не спешит этого делать. Несмотря на то, что с момента его прихода в Белый дом он и его советники уже бросали фразы о необходимости проведения выборов. После об этом, кстати, говорить перестали. Наоборот, как рассказал сам Трамп, ему не понравился тон Путина и его предложение вести внешнее управление в Украине под эгидой ООН. Я думаю, с ним все будет в порядке, но если нет, то в каком-то смысле я разочарован. Я говорю о некоторых высказываниях за последние несколько дней, касающиеся Зеленского. Если он считает Зеленского ненадежным, а ему при этом предстоит заключать с ним сделку, подходит он ему или нет. Мне это не понравилось. Но что-то мне подсказывает, что он справится. И, конечно, я бы не хотел вводить вторичные санкции против России, но если бы мы их ввели, это было бы плохо для них. Это скорее психологический дедлайн. Если я увижу, что нас просто водят за нос, мне это совсем не понравится. Собирается ли об этом лично Трамп сказать Путину, неясно. Напомню, что по данным NBC News между Вашингтоном и Москвой должна состояться телефонная связь уже на этой неделе. В Кремле пока эту информацию не подтвердили, но дали понять – готовы. Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора, но еще раз повторяю, президент Путин остается открытым для такого общения, и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован. Между тем, в Украине опровергли информацию издания The Economist. Авторы материала писали о том, что выборы президента могут пройти уже этим летом, а весной при этом будет отменено военное положение. И что якобы подготовка уже к выборам началась, а Зеленский дал точные указания на закрытом совещании. Источники BBC Украина в украинском правительстве заявили, что в статье есть информация фейковая и манипулятивная. Прежде всего, не было такого совещания и не было такого поручения, рассказал источник в команде президента. Собеседник в правительстве также отметил, что сейчас главный вопрос – достижение мира, и говорить о том, что уже идет подготовка к выборам, совершенно некорректно. Ведь надежд на окончание войны к Пасхе мало. Аналогичное мнение выразил источник в команде Петра Порошенко, о котором пишет издание. Он согласен с тем, что шансов на завершение войны и быстрые выборы сейчас практически нет. Однако там подчеркивают политический характер репрессий и санкций против лидера партии «Европейская солидарность».
В Европе тем временем об украинских выборах не говорят, там сейчас другие акценты. В ЕС призвали действовать ультимативно, установить дату окончания переговоров с РФ. Министр иностранных дел Польши намекает, ждать Путина вечно нельзя, не нужно и невозможно. Кроме того, Кремль не может лезть туда, куда не нужно, уверяет Сикорский. Украина решает, могут ли и какие именно иностранные войска находиться на ее территории. Украина и никто другой. Это пока не стало результатом каких-либо переговоров. Но если Украина запросит гарантии безопасности в форме иностранного присутствия, то международное сообщество решит, какую форму это может принять. Чего, безусловно, нельзя допустить, так это того, чтобы господин Путин диктовал, кто может или не может находиться в Украине. А Зеленский подтверждает, от идеи размещения иностранных войск, вероятно, миротворческих не отказались. Он также заявил, что Кремль издевается над партнерами Украины. Готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов. Ценим позицию Великобритании в отношении давления на Россию. Давление должно быть достаточно сильным, чтобы не позволять россиянам расширять эту войну. Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку. Постоянные новые удары дронов, постоянные жестокие обстрелы. А вот президент Финляндии, который, как я уже рассказывал в предыдущих видео, побывал в гостях у Трампа, уверен, что американский президент – это единственный, кого боится Путин. Беседы, которые я вел с президентом Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым сообщениям. Первое. Он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин уважает, а во многом и боится Дональда Трампа. Итак, как вы считаете, смогут ли стороны достичь полного прекращения огня до 20 апреля, то есть до Пасхи? Верите ли вы в скорую отмену военного положения в Украине с целью проведения выборов? А также, как считаете, какой будет тактика Трампа в отношении Путина, если тот не захочет быстро соглашаться на условия Вашингтона? Напишите свои ответы в комментариях, пожалуйста. И теперь о ситуации на линии фронта. Вновь противоречивая информация с двух сторон. В центре внимания населенный пункт Разлив в Донецкой области. И украинская, и российская стороны пишут об этом селе. В РФ заявляют, что оно перешло под их контроль. В сети публикуются видео и фото, как утверждается, снятые именно в этом населенном пункте. Z-паблики пишут, далее процитирую: «Установлен контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту». Украинский мониторинговый канал Deep State еще накануне писал о присутствии военных РФ в этом населенном пункте. Аналитики пишут, что появление красных зон на карте в разных точках обусловлено тем, что российские военные заходят в населенный пункт по серой зоне пешком, а также пытаются забросить свои силы на технике. В красных точках произошло накопление сил армии Путина. Однако о полном контроле войск не уточняют. Проходит многочисленная фиксация врага, который даже имеет возможность на восточных окраинах деревни свободно передвигаться. Пока ситуация находится на уточнении, есть ли в селе вообще кто-то и не занял ли его полностью противник, ведь с мест ситуации отличается, и не все хотят признавать реальность ситуации. На момент записи видео ни украинский Генштаб, ни российская Минобороны не сообщали о потере или же захвате этого населенного пункта. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.